Сплатун. Нет, не этот. И не этот. Нет, нет, это все не тот. Ну, да. Первый Сплатун. Вот этот вот. Многие его помнят как самую дисбалансную и оттого самую скучную часть. Но для меня она, конечно, осталась самой веселой. Пускай я ее пробовал только на эмуляторе. От Killer Whale и Страйка до сих пор в душе остался ДСР. Так вот, я смог пережить это снова. Добро пожаловать в Starstruck, роблоксовский режим, который берет лучшее из многих разных игр. На днях мне подвернулась удивительная возможность играть на его стресс-тесте, который проходил с 20 по 28 марта. В общей сложности я поднабрал геймплей оттуда на пару часов, и, боже мой, эта игра просто прекрасна. Но вы меня, наверное, спросите: Рысь, а чем же она прекрасна? Ну так я вам расскажу. А начнем мы от общего и потом частного. Затронем же сначала основы. Если вы играли в Splatoon на свитче или пхаете в Roblox, то разобраться в этой игре вам будет несложно. Разве что плавать в краске нельзя, так как краски как таковой нет. Основной режим — это пиньята пати, который, на мой взгляд, считается главным и, так сказать, core режимом. В матч входят две команды по 6 человек каждая, что довольно удивительно, зная, что большинство игр сейчас 5 на 5. Смысл режима — захватывать маленькие зоны, то есть пиньяты, чтобы получить очки. Иногда может появиться золотая пиньята, которая дает намного больше очков. У какой команды больше очков к концу таймера в 4 минуты, та и победила. Режим простой и прикольный, хотя 90% людей, включая меня, забывают про существование пиньят и играют в обычный ТДМ. Не пишите на это в комментариях, я и так знаю. Отойдя от темы самого матча, видите, вот этот вот значок, это счетчик комбо. Он повышается на 1 за каждый нанесенный тобой удар, включая гранаты. Говоря о гранатах, почему нам не поговорить о ладауте или же раскладке? В этой игре одно из самых красивых меню кастомизации, и, о боже, он дает тебе повеселить создание своего набора вещей в катке. Кастомизация на высшем уровне. Есть буквально все. От оружия, активок до пассивок и комбо-бонусов. Что-что? Что такое комбо-бонусы? Так вот, помните счетчик комбо? Дело в том, что он там не просто так валяется. В зависимости от персонажа, которого вы поставили на комбо-бонус, вы получите определенный баф в игре, если достигнете нужного счетчика комбо. Давайте сейчас быстренько пробежимся по каждому из них. Суна будет заряжать тебе и тиммейтам ульту, если набьешь комбо больше 15. Хейст и баунс будут меняться каждые 15 комбо и давать бонус либо к скорости, либо к прыжку. Реген полечит и снимет тебя дебафы на 15 комбо. Адмирал Слоу на 20 с командой своим пушкам выстрелит, создавая зону, которая замедляет врагов. А пакт даст тебе намного больше урона, но уменьшит твое макс хп. С пассивками и активками дело сложнее. Если мы сейчас будем их разбирать по отдельности, то возможно мы и к вечеру не закончим. А вы уже идете с этого ролика. Но скажу вам так, тут есть все для каждого. Частично я их затрону, когда сейчас буду рассказывать вам об... В стресс-тесте всего было 8 разных оружий, что для начала довольно неплохо. У каждого оружия, помимо обычной вторичной атаки, также был САП, то бишь граната, и ульта. Пускай в игре было всего 2 гранаты и 4 ульты, этого вполне хватало. Теперь же, когда я вам чуть-чуть рассказал общей информации, можно перейти и посмотреть на каждое оружие по отдельности. Вы нормис? Вам до сих пор не надоели обычные и стандартные сеты, как у всех? Тогда меч для вас. Нажимая левую кнопку мыши, меч наносит обычный и простенький удар, а если нажать на правую, то можно совершить небольшой рывок с выпадом. У меча также есть скрытая атака. Если нажать ЛКМ в прыжке, то ты закрутишься как Бейблейд, и этот удар точно даст твоему персонажу головокружение. Сабом оружия является петарда, вполне обычная граната, взрывающаяся с небольшой задержкой. Ультой же является Starstruck, который превращает тебя в маниакальную машину для резни. Ты двигаешься намного быстрее, можешь зажать ЛКМ, чтобы разносить людей, и имеешь добивающий удар на ПК, как и отдачу, которую нельзя законтрить. Вкратце, это обычная звездочка из Марио. Я играл на мече с Регеном на комбо, рывке и хиле на активках,
и двойном прыжке, ускорении передвижения и рывке при сломанном щите на пассивках. Вы любите побольше? Вы смотрите на молоток в гараже Бати и думаете, насколько он мал? Вам не хватает бонька? Тогда вам понравится молоток тут. Это стандартное оружие танка. Бьет медленно, но когда попадается, наносит довольно много урона. Нажав на правую кнопку мыши, можно ударить по земле, нанося урон и вгоняя врагов в стан. Сабом этого оружия является черри-бомба, которая фактически разрывная граната. А ульта это... О нет. В любом случае. Ультой является ультразвуковая колонка Killer Whale, который наносит просто колоссальный урон и бьет через стены. На молотке я также играл с рывком и лечением на активках, а на пассивке взял 2 увеличения макс щита и конвертацию части хп в щит, а на комбо поставил адмирала Слоу. Вам нужна большая труба? Бабахи это ваше второе я? Попробуйте ракетницу. На левую кнопку мыши вы можете запускать ракеты, которые наносят урон по области, а на правую можете зарядить один большой выстрел. Главное, не забывайте перезаряжаться, нажав букву R. Это ужасно веселое оружие, однако с ним я особо много не поиграл. Его сабом также является петарда, а ультой Inkstrike, или как он называется тут, ракетный удар. Это огромная баллистическая ракета, которая за один удар снесет любого в зоне поражения. Да-да, включая тебя самого. На ней я играл с регеном на комбо, рывком вверх и лечением на активках, и 2 улучшениями щита и двойным прыжком на пассивках. В вашей голове вам еще 5 лет? Вы до сих пор застряли в детстве и не хотите уходить? Тогда мыльные пузыри для вас. На ЛКМ их можно выдувать, и они будут висеть в воздухе, как мины, и наносить урон тому, кто до них докоснется. На ПКМ можно выдать 4 больших пузыря, которые дополнительно будут еще и замедлять врагов. Сабом все же является петарда, а ультой звездопад. Он будет создавать небольшую зону, которая наносит урон попавшим в нее врагам. Я играл на пузырях с регеном на комбо, рывке и хиле на активках, и двойном прыжке, ускорении передвижения и рывке при сломанном щите на пассивках. Вы медик? Вы устали лечить союзников из безопасного места? The healing is not as rewarding as the hurting. Тогда шприц для вас. Каждый третий удар левой кнопкой мыши будет лечить союзника, если попасть по нему. Или отравлять врага, если попасть уже по нему. На правую кнопку мыши можно сделать укол, который также будет лечить союзников, но при этом отравлять врагов и переносить на них твои дебафы. Сабом этого оружия тоже является петарда, а ультой звездопад. На нем я играл с регеном на комбо, рывке и хиле на активках, и двойном прыжке, усилении щита и рывке при сломанном щите на пассивках. Вы смотрите Симпла 24/7? В ваших руках авапа в КСке дрожит от наслаждения? Вы мамкин снайпер в каждой игре? Тогда вам подойдет фокусер. Это обычная снайпа, разве что прицеливаться нельзя. На ЛКМ можно зарядить выстрел, а попадания в голову будут наносить больше урона. На правую кнопку мыши можно быстро выпустить 5 маленьких выстрелов подряд, например, если к тебе подкрался враг. Сабом тоже является петарда, а ультой ракета. Играл я на этой снайперке с регеном на комбо, отталкиванием и лечением на активках, и все тех же пассивках, что и на шприце. Смерть ваш Кент? Вы, Эджи, Эмма, Бой, говорите всем, что это не фаза? Тогда вам подойдет коса. На левую кнопку мыши можно совершать относительно медленные удары, а на правую можно ударить разок и посильнее. Каждый удар будет заряжать специальную шкалу под курсором, которая при полном заряде колоссально увеличит твою скорость атаки. Саб косы – черри-бомба, а ультой является звездопад. На косе я играл с хейстом и баунсом на комбо, рывке и хиле на активках, и увеличении скорости, хп и двойном прыжке на пассивках. Вы отрицаете оружие? Думаете, что любимые ноги не заменят ни один кусок металла? Любите гонять повсюду? Тогда финальное оружие теста – ролики для вас. Ролики это просто уникальное оружие. Просто катаясь на них, ты уже набираешь бонус к скорости до плюс 50%, выше чего в игре я не видел. Скорость, к несчастью, сбрасывается сразу после атаки, но для больших карт этого хватает. На левую кнопку мыши можно пинать врагов, а на правую сделать выпад, который нанесет урон в приличном конусе. Сабом роликов также является черри-бомба, а ультой Старстрак. На них я все еще играл с регеном на комбо, рывком и хилом на активках, а также рывком при сломанном щите, двойным прыжком и банихопом на пассивках. Фух, с оружиями вроде покончили. Если говорить обо мне, то в основном я играл с косой и на роликах. Мне очень нравится либо мобильное оружие, либо оружие, которое хотят, чтобы ты постоянно двигался. Теперь, когда я вам вкратце объяснил игру, можно перейти к главной части видео, а именно к обзору плюсов и минусов.
Начнем с хорошего. Эта игра идеально смогла заполнить ту пустоту в моем сердечке, которой не хватало хаоса. Такие безумные, но при этом слегка сложные игры меня очень привлекают. Далее, музыка. Ну, о боже, эта музыка просто вслушайтесь! Она играла на фоне на протяжении всего этого видео, и я в нее просто влюбился. Те, кто играл в Splatoon, тоже смогут меня понять, ведь это ощущение слегка знакомого, но при этом нового трека невероятно приятно. Музыку писал как сам главный разработчик игры, так и известный по музыке пхайтинга Елитес. И они наготовили просто «Мамма мия, сеньорита, я в экстазе». Еще могу сказать про баланс. Его почти нет. И это хорошо. Когда все имбовое, ничего не имбовое. А в общем это дает тебе покататься на качелях от «я самый крутой в мире» до «как он меня вообще убил». Теперь давайте пройдемся по минусам. В общем, я надеюсь, что эти минусы исчезнут в последующих тестах, ведь для этого теста и сделаны. Во-первых, сабы и ульты. Их мало. Очень, серьезно. 2 гранаты и 4 ульты? Вариативность тут в любом случае надо добавить. С картами та же история, их там 4 или 5, но для первого теста это хорошо. Игра до сих пор находится в состоянии индева, и я уверен, что в следующих тестах контента будет больше. А если говорить о другом, то, например, я никак не могу поменять свое оружие, не выходя в меню. Это немного бесит, и я надеюсь, что это починят, и можно будет менять оружие прямо в самой игре. Если вы досмотрели до сюда и до сих пор думаете, стоит ли вам поиграть в эту игру или нет, я скажу так. Стоит. За время, которое я наиграл в Starstruck, я повеселился как никогда раньше. Такой игры мне давно не хватало. Я точно с нетерпением буду ждать будущих тестов и финального релиза. Если я смог вас заинтересовать, то в описании, как обычно, будет лежать ссылочка на официальный Discord сервер. Также в последние полчаса бета-теста разработчик устроил всем режим 25/25 вместо 6/6 геймплей, которого вы сейчас видите на фоне. Это было непривычно, но сумасшедше рофильно. Он даже сам подтвердил, что в будущих тестах, скорее всего, будет режим 12/12, ведь все так повеселились. В общем, я думаю, на этом у меня все. Не недооценивайте Roblox и разработчиков Roblox. С вами был ваш верный слуга Рысь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Еще увидимся.